От того, в каком возрасте ребенок переехал в другую страну, зависит то, насколько быстро он будет усваивать новый язык и насколько глубоко он будет говорить на своем языке, на материнском языке. Это зависит, опять же, от многих факторов. Если ребенок переехал в новую страну в детском возрасте, младенческом, детском возрасте, но дома говорят на одном языке, а в социуме на другом, он будет параллельно усваивать оба языка. И это надо поощрять. Это очень важно – поощрять усвоение двух языков одновременно, потому что существует такой феномен, как билингвизм. Если ребенок до 5-6 лет имеет возможность говорить на двух языках, для него это становится нормой, и он будет билингвом, он будет говорить на двух языках в равной степени. Если ребенок приехал после 6-7 лет, и он уже знает свой родной язык в полном объеме, он настолько включается в социум и в социальную жизнь, что он теряет навыки своего родного языка. Я знаю примеры, когда ребенок приезжал 8-9 лет, уже начав начальную школу в своей родной стране, но здесь он полностью потерял навыки родного языка. И что зачастую происходит? Ребенок предпочитает говорить на языке социума. Он говорит с родителями на английском. И вы, наверное, встречали очень много таких примеров, когда ребенок говорит с мамой на английском, мама пытается ему навязать и сохранить язык и говорит ему на русском, и вот это общение происходит на двух языках. Опять же, мы, родители, пытаемся очень строго и сильно заставлять говорить на родном языке. Я знаю, что детей наказывают за то, что они не говорят на родном языке зачастую, и это имеет обратный эффект. Ребенок начинает не любить свой язык и полностью уходит в один язык, в язык социума, в английский язык в частности. Я знаю примеры. Мама русскоговорящая, папа американец. С ребенком в основном говорили в семье по-английски, но мама этого ребенка ругала на русском языке. А потому что так удобнее, никто не понимает, никто не слышит. Вы знаете, ребенок стал ненавидеть язык материнский, потому что это было сделано на негативе. И когда меня попросили помочь, когда меня попросили с ребенком позаниматься, дать ему русский язык, ребенку было годика 3. Мне говорили: давай не будем говорить по-русски, давай будем говорить на нормальном языке. Изменить это после того, как такая ситуация произошла, очень-очень сложно. Еще раз говорю, только позитив. Играть с ребенком на родном языке, читать, петь, полностью позитивное общение поможет ребенку иметь оба языка. В дальнейшем ребенок опять начинает возвращаться к своему родному языку. Ребенок начинает жалеть о том, что он упустил эти возможности. И если такое происходит, надо срочно ему помочь. Давай посмотрим фильм, давай посмотрим мультфильм, давай споем песню, давай что-то сделаем интересное, даже в более взрослом возрасте, подростковом. Это можно сделать, это можно и нужно сделать. И это все зависит от нас, родителей.